Приветствуем! Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Канал по-прежнему находится в городе Измаил, а это юг Одесской области, юг Украины. И авторы канала сегодня вам расскажут и покажут, что мы делаем и почему мы зеленые операции настолько очень важны для нас и почему мы их выполняем в определенные сроки. Вот у меня этот уголок томатной теплицы остался нетронутым. Я не успела обрезать. А обрезка это зеленые операции, это обрезка зеленых частей. Вот многие спрашивают, новички, что это значит. Вот смотрите, обрезка зеленых частей пасынок. Вот он, видите, я его обрезаю. Вот это и есть зеленая операция. Но вот особенности зеленой операции при растущей луне и в полнолуние. Это тема, которая вызывает у вас особенное такое, много вопросов. И я сегодня хочу на эту тему уделить мне особое внимание и рассказать и поделиться опытом, который мы прошли. Вот смотрите, почему я вот это растение, этот уголочек оставила, не успев до полнолуния. И плюс, кроме полнолуния, есть еще определенные знаки, в которых нельзя трогать растения и резать растения. И об этих знаках мы тоже чуть-чуть позже расскажем, но вернемся к томатам. Итак, полнолуние. Полнолуние – это момент, когда вот все соки, все идет вверх. И в этот момент, если делать, вот сейчас многие будут делать северяне прищипку. Вот это называется прищипка для томатов. Верхушечку будут срезать. Я этого делать не буду, потому что у меня еще томаты будут расти. Мы на юге живем. И вот эта проблема очень важная. Если вот это делать, кстати, должны быть в любом случае, должны чистые ножницы быть и марганцовка, раствор марганцовки, который будет, у меня другие еще ножницы для марганцовки есть. Обязательно нужно в первую очередь чистоту соблюдать. Потому что сейчас пойдет, кроме вершины гнили, которая у вас была, сейчас пойдет проблема серьезнейшая, столбур томатов. И этот столбур не только цикадки переносит, но и мы своими руками, своими инструментами. Вернемся к полнолунию. Вот сейчас уже в знаке Овен я смогу это делать, обрезать. И листья, здесь лишние листья есть. Вот. Я должна обязательно проредить. Вот. И дать возможность томатам, плодикам, даже верхушку я тут некоторые уберу, потому что должен поступать свет. Не должно быть вот этой загущенности. И убираю пасынки. Вот этот момент уже можно использовать. Ну и подвязываю, дальше делаю. Хотя можно здесь оставить, посмотреть, как они будут вниз еще идти. Тоже интересный способ формировки томатов. Но мы сейчас с вами пойдем к еще растению, о котором я вам говорила несколько раз, что очень важно делать обрезку в правильные периоды. Это вот томаты, я вам объяснила, почему я не делала обрезку именно в полнолуние. Потому что я не лишала энергии своих растений. Ну что ж, идем. Сейчас мы находимся у винограда, у куста винограда, который я 3 года назад обрезала в полнолуние. Мало того, это было полнолуние и еще был период знака влажного. То, что я хотела вам рассказать и расскажу. Влажный, знаково стихия воды. И некоторые называют это гнилые дни. И очень правильно называют. Вот смотрите, весь куст. Имеем только одну гроздочку. И то несчастье бедное. Не будем называть. Смотрите, что делается. Здесь у нас маленькая гроздочка. Там вообще, видите, какая маленькая. И если разрезать внутри, в принципе, здесь уже нет. Здесь тоже, видите, гроздочка. Пускают как будто бы и зеленая масса. Но растение начало после вот этой обрезки в полнолуние. Причем я эту обрезку делала в летний период, то есть в августе месяце. И получилось, вот у меня такая ситуация, что я лишила энергии роста этот виноград. Но я просто знала, что здесь будут у меня уже вот посажены актинидия и киви рядышком. И эти растения будут заменять. Я просто-напросто беседку буду менять другие растения. И поэтому я сделала этот эксперимент. И смотрите, что произошло. Я просто хочу показать вот картиночку. Хочу, чтобы поняли. И всегда ножницы
в полнолуние у вас находились в месте, где просто отдыхают. Что происходит? Вот полнолуние позади у нас было. Я сейчас вернусь. Вот полнолуние. Вот оно у нас было 24-го. Я вам говорила, не режьте, пожалуйста, растения. Далее был знак рыбы. Это то время, когда опасно обрезать. У нас, кстати, есть календари зеленых операций. Вы уже знаете, многие знают, что такое зеленые операции. Я вам сейчас вначале объяснила. Обрезка зеленых частей, любых частей растения, летний период. И в знаке рыбы, рака, скорпиона, это знаки стихии воды, и плюс дева. Вот дева тоже очень опасна. Ну, календари у меня отдельно есть, можете в лунный календарь, кстати, посмотреть уже на август, там тоже есть календарь зеленых операций. Очень внимательно сейчас идет на винограде прищипка. Казалось бы, вот что тут такого? Вот сюда иди. Вот прищипывают, да? Ну что такого я тут сделала? Ну, прищипнула. В полнолуние, представляете себе? Мы прищипнули, то есть сорвали вот этот кусочек самой верхней части. И что получается? А вот получается вот эта картина. Мы поговорили по знакам, но еще раз повторим. Смотрите, что получается. Вот верхняя часть вот этого винограда. И в момент полнолуния получается, что все соки, вся энергия, мы все взаимосвязаны в космосе, как и человек, так и растения. И вся энергия в это время направлена вверх. И здесь, при растущей луне, все соки, все энергии тоже стремятся вверх. Движение осуществляется вверх. Плюс, кроме движения соков, в это время очень большая энергетика. Мы связаны с космосом, с Луной, Солнцем, с планетами. И вот эту верхушку я беру и срезаю в этот момент наивысшего состояния энергии. И мы эту энергию раз и срезали. И получается, срезав вот эту энергию, мы сразу же открываем путь для вирусов, для грибковых заболеваний, потому что мы убрали эту энергию. Энергия защиты растений, энергия роста, энергия плодородия. Все здесь в этом слове энергия. Энергия всего для растений. Мы ее срезали, убрали и лишили растения энергии, лишили защиты всяких различных моментов защитных, и вот оно начинает болеть. Сюда спокойно вирусы попадают, споры грибковых заболеваний. Растение в это время не может противостоять, потому что мы лишили вот этой энергии, мы срезали эту энергию, убрали вот эти верхушечки, любые верхушечки, и получается, что мы сделали такой жесточайший удар по жизнеспособности растений. И вот этот удар сделали вот этим инструментом. Это очень опасное мероприятие, агроприем для растений, любых растений. Ну вот смотрите, я думаю, что я здесь ответила вам. Еще раз вернемся к этому календарю. Не взяла зеленые операции, хочу, чтобы вы сами наконец-то нашли. Вот смотрите, я не обрезаю садовые растения после полнолуния еще определенный период. А этот определенный период, это у нас 3-4 дня, ну, с момента вот этого полнолуния, 24-го, еще можно спокойно добавлять 4 дня, потому что 2 дня идет насаженный путь полнолуния. Но так как у нас здесь уже рыбы, а рыбы это знак стихии воды, добавляется уязвимость растений к различным заболеваниям. Потому что снова же ток, еще полная луна, еще очень много энергии находится в этих растениях. И, естественно, в этот период еще, если попадаем в знак стихии воды или знак стихии земли, только один знак – это Дева, получается, что мы заражаем наши растения. То есть мы режем им жизнь, их силы, энергию, и растение не получит вот эту силу, поддержку потом для дальнейшего плодоношения. А в садовых растениях, почему так важно? Я вот пишу обычно после того, когда мы проходим вот этот путь полнолуния. Вот сейчас у нас Овен, и я сегодня уже вечером, пусть позже будет, пусть меньше плодов будет, но будет здоровое растение. Это очень важно. И вот в Овне сегодня утром переход был Луны. Сегодня не утром, а в 12:38, это уже обед, будет переход Луны из знака
рыбы в знак Овен. И вечером я уже могу заняться зелеными операциями, то есть обрезкой всех зеленых частей на томатах, но не садовые еще растения. Почему? Потому что еще немножко подождите, чуть-чуть подождите. Вот уже 30-е, это уже как раз период будет, уже эти энергии постепенно начнут возвращаться, пойдут в корень. Вот. И именно для деревьев, многие виноград, вот эту прищипочку, это уже лучше делать уже 30-го. А в ближайшие 2 дня лучше это делать на овощных растениях, если в этом есть острая необходимость. Если нет острой необходимости, можно еще пропустить день-два. Ничего страшного не произойдет. Но если есть острая необходимость, кто-то мне пишет, что томаты уже заросли, нужно срочно стричь. У кого-то еще что-то происходит, нужно, тогда уже берете ножницы и обязательно внимательно должны работать стерильно. Ну, тут уже у каждого свое, перекись водорода или марганцовка или спирт, обрабатывайте орудие труда и тогда вот обрезайте вот эти разные части ваших растений. Садовые растения с 30 числа, когда уже хорошо у нас энергии начнут возвращаться уже к корням, вот этот момент уже можно вот эту верхушечку, прищипку, посынкование на садовых растениях, это можно проводить именно здесь. Вот я вам на примере просто показала, но еще раз, вот этот виноград уже, ну, мы с ним будем прощаться, естественно, и еще один куст. И когда режешь его, весной я обрезала, очень хорошо, сейчас попробую, может быть, срежу сейчас, покажу. Вот смотрите. Я все равно буду уже срезать, тут ничего нет. Вот видите, это результат вот обрезки. Вот воочию видите, что творится. Вот я сейчас обрежу кусочек. Вот это сюда. Вот это, смотрите, насколько, видите, я сотворила своими руками, но это ради множества можно потерять 1-2 каких-то экземпляров для того, чтобы все поняли. Вот видно, да, вот так вот. Чтобы поняли, что нельзя в полнолуние вот эту операцию делать. Вот это, когда видишь, вот тогда начинает срабатывать мозг и сознание. Ага, я могу уничтожить растения. Элементарной вещи. Просто взять, у меня сегодня есть настроение, желание, и я пойду, порежу, обрежу виноград, обрежу любые садовые растения, там верхушки, яблони или груши. Любое растение садовое нельзя обрезать в полнолуние, плюс любые растения, которые у вас растут на грядках, то же самое. Не делайте никаких обрезок, не проводите зеленые операции. Вот это такая вот, казалось бы, да, взаимосвязь. Вот смотрите, вот это взаимосвязь, вот это беда, которую многие из нас вот делают. Вот это нельзя делать. Нельзя обрезать в полнолуние. Еще раз показываю, еще раз вот это делаю акцент. Вот так вот. Вот, видите? Это потом заражение, никакого урожая. Сколько вы не обрабатывали, контактные, системные, различные фунгициды, что вы не делали под корень, просто-напросто изнутри уже лишено энергии и лишено защиты. Это растение. Ну что ж, я надеюсь, что я уже доказательно вам показала и рассказала уже на примере растения. Это многолетнее растение. Это не то, что вот на 1 год, на 1 сезон томатик или тот же огурчик или баклажан мы использовали, а вот это растение многолетнее, и вы лишаете себя, во-первых, урожая и комфорта, лишаете покоя, потому что все время надо химичить, все время нужно что-то делать, защищать, и лишаете себя самого растения. Ну что ж, Раиса Горяченко, Александр Волик, на конкретном примере своего растения, которое вот у нас уже вымучилось, и в этом году оно завершит свою жизнь. Чуть-чуть позже я уже, думаю, сниму и эту грозочку. Кстати, и вкус у этого винограда кислый. Что бы ни делал, не получается. Так что с плодами, с ягодами, если вы что-то вот такое происходит, задумайтесь, посмотрите вот так внутрь, в разрез, и вспомните, когда вы обрезали ваше растение. Кстати, и весенняя обрезка то же самое. Любая обрезка, не только зеленая, в любое время обрезка в полнолуние, нельзя ее проводить. Она запрещена.
прощаемся с вами до следующего видео на нашем канале. Пусть ваши растения будут здоровы, ну а знания и опыт, которые мы уже имеем, передаем вам и надеемся, что вы его будете использовать на пользу ваших растений. Всего самого доброго, до новых встреч на нашем канале.